Мы можем выровнять конструкцию идеально четко по шнурке. Это стандартное решение, это не стандартное. Промерзать ничего не будет, ни вовнутрь дома, никак. Мы сделали их такие же качественные, такие же надежные. Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Сегодня мы находимся на одном из объектов наших. Поговорим мы про оптимизацию этого дома. На каком он сделан фундаменте, что это за свесы. Покажем, как монтируются выносные окна по фасаду. Мы поговорим про свес данной. Конструкция очень сложная. Если бы она заливалась из бетона, она была бы очень тяжелой. Значит, и некоторые конструкции, некоторые пролеты, как в данном случае вот такие витражи оконные, и где выходила бы монолитная часть, создавалось бы напряжение, значит, в проемах, в балках, которые такие у нас пролеты по 10 метров. Если бы у нас эта часть была бы из бетона, просто-навсего на кручение бетон этот бы вывернуло. Мы ушли от бетонного этого свеса и сделали из металлоконструкции, после чего мы это обшили доской и ОСБ. Фасад у нас будет из штукатурки, значит, здесь будет у нас пенопласт в данном случае. ОСБ также подшивается пенопластом, и весь контур дома, всех стен и этих же свесов, он будет обшиваться пенопластом в один единый контур. Когда все это штукатурится, никому будет непонятно, как это все, собственно, и собрано. Основная, значит, проблема была, как смонтировать конструкцию к бетонной части. Мы вам покажем фотографии, как они смонтированы. То есть было потом задуто пеной, то есть помонтированы металлоконструкции, после чего задуто было у нас все это пеной специальной, то есть утеплитель 10 сантиметров. То есть промерзать ничего не будет, ни вовнутрь дома, никак ничего не будет конденсировать. То есть это все у нас исключено. Если бы нам нужно было сделать здесь подвальную часть, ленту, нам нужно было все это выкопать. Здесь большие бы проходили работы по выемке грунта, потом замещению, трамбовке, поднятие фундамента, плиты перекрытия. А в данном случае мы сделали замещение грунта, поднялись на ту отметку, которая нам необходима по песку, и сделали фундаментную плиту. Плюс ко всему у нас дом и гараж, он находится друг от друга на расстоянии 5 метров, но при этом у них два разных фундамента. Один не целый диск, то есть и под домом, под гаражом. То есть под гаражом свой фундамент, под домом свой. Но плита перекрытия с кровлей у нас идет одним контуром. Из какой конструкции собирался этот свес? То есть вот такая у нас конструкция. Эта деталь у нас крепилась к монолитной части таким вот образом на анкера. После чего вот эта ферма, она заходила непосредственно во внутреннюю часть и полностью обваривалась. Для чего эта конструкция? Бетон имеет погрешность, то есть в отклонении где-то сантиметр-полтора. Чтобы пристрелить ферму непосредственно к плоскости бетона, она бы имела определенный угол и постоянно бы менялась. И кантик, который у нас 10-сантиметровый по краю, у нас бы не получилось его просто-навсего собрать. И мы придумали такую конструкцию, специально уголок, вот, и на него находит таким вот образом труба. Для чего это нужно? То есть можно обратить внимание, что мы можем заглубить, подбить. Вот. Тем самым мы можем выровнять конструкцию идеально четко по шнурке. То есть где-то больше, где-то меньше, то есть как нам необходимо. Вот. Тем самым конструкция стоит и надежно, и ровно. То есть закрепить ее просто отдельно на анкера, то есть у нас была бы погрешность просто, если бы от плоскости у нас отходило хотя бы на полсантиметра, была погрешность, соответственно, край у нас на 1,5 метра, он бы провисал не на полсантиметра, а на несколько сантиметров, тем самым край был бы неровный. Но условно у нас не может быть везде идеально такая гладкая поверхность. То есть есть вот такие неровности по бетону. То же самое у нас есть в свесах. Когда мы монтируем ферму если бы мы ее просто к плоскости стены приложили, то за счет этих всех погрешностей у нас было бы отклонение. А когда мы пристреливаем изначально одну конструкцию и потом надеваем и можем отрегулировать, это совсем другая песня. То есть мы можем сделать все четко. Просто именно непосредственно пристрелить сразу ферму к бетону или к стене, неправильно. Перешли мы к окошкам. Хотелось бы рассказать про выносную систему оконную. Окно у нас крепится на триотерм. Это силовой утеплитель, который позволяет монтаж окон непосредственно на выносные вот такие конструкции, чтобы они были. Окно у нас это смонтировано, значит, не в несущей кладке.
во внутренней части, как в большинство случаев. Вот сзади окошко, мы сейчас его тоже покажем. То есть это стандартное решение, это нестандартное. Я вот взял утеплитель для того, чтобы показать, что дальше, когда у нас фасад, значит, будет монтироваться, у нас подойдет штукатурка за подлицо, значит, с этим окном. Здесь у нас подберется, ну, толщина, значит, от стены до края окна, тем самым холодных швов никаких не будет. Это уже у нас дополнительное усиление, просто уголки стоят, то есть у нас есть под окна крепление, но мы добавили еще непосредственно из, значит, уголков. Этот же будет триотерм, значит, стоять вокруг окна, то есть он будет на 15-20 сантиметров, анкериться будет еще вкладку, и после чего монтироваться будет окно. Это все у нас таким образом здесь сделано по этой части. Значит, окна таким образом сделаны везде. Здесь у нас стандартное решение. У нас здесь будет утеплитель также иметь такую же толщину, как и в той части, но при этом у нас он будет выходить на оконную уже раму. То есть если там у нас подходит торец утеплителя с окном в одной плоскости с утеплителем, то здесь утеплитель будет на 10 сантиметров выступать от оконной системы. То есть это стандартное решение, когда у нас коробка окна монтируется непосредственно в четверти несущей кладки. Итак, подведем, значит, мы итоги, сколько мы соптимизировали на фундаменте и на консольном таком вот свесе сложном. Значит, 3 200 000 на фундаменте и 1,5 миллиона рублей у нас, значит, мы соптимизировали на свесе. Почему я говорю соптимизировали? Потому что мы не ушли в удешевление, то есть мы не экономили, по сути, на этих конструкциях. Мы сделали их такие же качественные, такие же надежные, но подешевле для заказчика. То есть заказчик сэкономил в данном случае больше 4 миллионов рублей, а мог бы и не сэкономить. Все ссылочки будут в описании. Звоните, пишите. Если у вас такой же красивый и сложный дом, мы готовы взяться за ваш проект. Если вы находитесь в Воронеже, мы его можем также построить. Если вы находитесь в Москве, не знаю, Питер, Волгоград, неважно где, и у вас, значит, такие же сложные конструкции, и вы, значит, не хотите переплачивать за это, вы можете обратиться к нам. Мы все это для вас рассчитаем, сделаем 2 варианта сметы, как у вас в проекте и с оптимизацией каких-то решений. Проект мы для вас подготовим с этими оптимизациями, то есть мы просто вложим в ваш проект определенные, значит, корректировки, при этом не меняя архитектуру, от слова совсем. Поэтому вы можете обратиться к нам, и мы вам все подготовим, соптимизируем, сэкономим ваши деньги. И на этом я с вами прощаюсь. Пока.